Всем приветик, дорогие друзья! Вы на канале Мари Арт Живопись маслом. Меня зовут Марина Бирдник. И сегодня по вашему заказу мы пишем море, пальмы, мастихином. Такой райский островок, безлюдный. Холстик у меня 30 на 40. Разбавителя буду использовать тройник, но можно и White Spirit, и у кого что есть. Нам нужно, то есть легкий будет подмалевочек сделать кисточкой, чтобы краска легко наносилась. А дальше, в принципе, он нам сильно не нужен будет, так как будем работать мастихином. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, включайте колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. И мы с вами начинаем. Кисточка небольшая, синтетика. Наметим главные участки нашего пейзажика. Делим холстик по горизонтали пополам и чуть ниже проводим линию горизонта. Намечаю я это небесно-голубой красочкой. Высота дальних холмиков, горы какие-то, да, на дальнем плане, где-то будут занимать, ну вот середина холста. И по длине они будут до середины где-то доходить. Нижнюю часть делим пополам, и это у нас будет линия водички, вот море, где у нас примерно заканчивается. Небольшой показала островок, там, где у нас будет какая-то растительность. Оттуда же будут пальмы, да, расти. Намечаю пятнышками, такими, видите, свободными ломаными линиями камешки. Справа внизу какие-то у нас там отдельные камешки в воде присутствуют. Делаем их разные, какой-то больше, какой-то меньше. То есть они у нас в природе разнообразные, да, разной формы, разных размеров. Так мы их и намечаем. В воде вот два камешка. Дальний, который он более плоский, поуже, поменьше. Ближний покрупнее. Намечу пальмы. Маленькая дальняя пальма. И вот здесь вот две такие вот покрупнее, побольше. Намечаю их сейчас, хотя они у нас в дальнейшем перекроются небом, но наметить нужно обязательно для того, чтобы зрительно понимать, где и какого размера они у нас будут. Кисть небольшую беру, щетинку, белила небесно-голубая, очень-очень тонким слоем, жиденько-жиденько заполняем полностью наше небо таким цветом, нежно-голубым. Очень обязательно делать тоненький-тоненький слой, чтобы не было потом очень жирно. Прям с усилием, втирающими движениями заполняем небо. Перекрываем все наши пальмы. Уже мы увидели, да, где они и каких размеров они у нас будут. Разнообразными движениями, как бы особо не заморачиваюсь. Беру небесно-голубую, голубую ФЦ. Около линии горизонта море у нас будет такая вот более темненькая полоса идти. Ближе к нам будет посветлее. То есть, чтобы сделать посветлее, не обязательно добавлять белил. Просто можно минимум краски, пигмента брать и больше разбавителя. И она уже будет сама по себе светлее, так как такая вот жиденькая подкрашенная водичка. В кисточке, в принципе, есть уже краска. И можно просто набирать разбавитель и этим остатками краски в кисточке прокрашивать. Вот салфеткой протерла. Индиго с коричневым. У меня это вандик коричневый. Можно использовать Марс коричневый, темный, прозрачный. Заполняю камешки наши. Тоже такими вот свободными движениями, ломаными линиями. Где-то я ухожу более в коричневый, где-то больше индиго, но жиденько. Видите, вот нанесла индиго, но вот он серенький такой. Это потому, что просвечивает холст, настолько тонкий слой. Пока, может, особо не видно, да, все это как бы не отделяется камешек от камешка, но потом
все это будет как бы прорисуем, блечочки поставим, будет видно. Где-то добавляю даже красноватые оттенки в камешки. Вот здесь был индиго с коричневым, добавила красненького, белилок. Снизу справа в углу там у нас такой вот песочек будет такого цвета. Охрочка с белилками. Вот здесь вот тоже камешек на переднем плане таким цветом показали. Дальние наши холмы этой же грязной кисточкой слегка протерла. Голубенький, красненький, такой грязно-фиолетовый оттенок, теневая часть этих холмов. Охра с белилками, также этой грязненькой кисточкой. Нам сейчас прям конкретно тон подбирать как бы не особо обязательно, потому что мы уже мастихином будем более подробно и точно прорабатывать. Главное, чтобы было понятно, что это тень, это свет. Жиденько коричневый с индиго, вот так вот нанесла, это там, где у нас будет какая-то зелень, и салфеткой промокнула. Вот такой буду использовать мастихин с закругленным краешком, пенакс номер 4, это если кому интересно. Беру белилки небесно-голубую, делаю немного поярче, чем был предыдущий наш слой. И тонким слоем, прям втирающими движениями, мастихин лежит плоско-плоско к холсту. Как бы утюжком раздавливаем, приглаживаем. Красочку, даже вот немножко голубой ФЦ туда добавила. Сильно не вымешиваю. И получается, вот видите, где-то небесно-голубой, где-то больше вот светлых оттенков, где-то голубая ФЦ, да, попала такая вот полосатость неба легкая видна. Еще добавила больше белилок, нежно-голубой. Чуть ниже наношу. И на стык мастихин ставлю, и эти цвета, то есть вот этот ярко-голубой, бледный голубой, плавненько объединяю. Нежно-голубым таким вот, выше наших гор, этих на дальнем плане, нанесла такой оттеночек. И сухим мастихином чистым плоско границы вот так вот растушевала. Добавлю в этот оттеночек красненького, добавляю по чуть-чуть, чтобы не переборщить. Такой получается слегка фиолетовый, видите, подпачканная подошва мастихина, то есть красочки немного. Горизонтальненько наношу такую вот теневую облачко, у нас там вдалеке будет. Нижнюю часть мы делаем ровненько, а верхнюю уже так вот списываем, растушевываем. Облака у нас обычно к линии горизонта, над нами они такие вот кучерявые все, да, пушистые. А чем дальше мы к горизонту смотрим, они более становятся горизонтальные, такие вот более вытянутые. Также мы здесь вот показали. Макушечки тоже, что нужно учитывать, да, вот при написании облаков. У них, вот обратите внимание даже на небо, макушечка облака, она всегда более четкая, а внизу она такая вот списывается, да, как бы с общей массой неба. Так и мы вот показываем. Макушечку делаем, можно более пастозно даже, чтобы она такая более светящаяся была. А низ вот на стык ставлю мастихин и делаю как бы плавный переход. Также вот видите, такими слоями их делаю. Не повторяйте облака прям один в один, как у меня. Сделайте свои облака. Главное, чтобы это было похоже. То есть это ошибкой не будет, если вы сделаете свои облака. Потому что они могут быть, это такое пространство, да, неба, они могут абсолютно любой формы быть. Единственное, что выше у нас над головой они будут более кучерявые, да, к линии горизонта более такие вот ровненькие. А так вот заполняем. Мастихин делаю мазочки, видите, неровные, а вот так вот двигаю, чтобы они вот эту кучерявость их показать. Вот здесь такая более ровная, да, получилась. Вот возьму ее и чуть-чуть нарушу вот эту ровность.
ниже чуть-чуть ряд прокладываю облаков. Здесь более горизонтальные. Немножко здесь какие-то облачка. Они у нас все равно, в принципе, перекроются пальмами, но какие-то все-таки они будут видны, и делаем им интересную форму. Белила с охрой. Вот столько красочки. Покажу светлую часть, такой песочный оттеночек. Тоже сильно не вымешиваю, чтобы где-то был более светлая охра разбеленная, где-то такая более она песочная будет. Тоже разнообразная, чтобы оттенки были. Даже добавлю сюда же желтенького. Как рисовать горы, склоны, вот эти все камни. Здесь должны быть такие вот свободные, ломаные линии. То есть вот склон спускается, да, по склону как бы прогладили мастихинчиком. То есть никаких таких вот, как в облаках, закруглений. Более такие вот, как сказать... Ну, ломаные линии, геометричные такие вот. Сюда же в наш фиолетовый еще добавила побольше красненького, голубенького, вот чтобы темная теневая не была очень такая темная, это приближает горы к нам, а нам их надо показать на дальнем плане. Делаем такой вот теневой приглушенный, и они у нас уже стали как бы туда подальше. Снизу можно вот так сухим мастихином, если где-то вылезли, да, неровность, просто соскрести лишнюю красочку и все. Небесно-голубая, голубая ФЦ под нашими этими холмиками. Показываем такую вот теневую отражение этих холмиков. То есть, где у нас самый высокий холмик, там можно отражение сделать пониже чуть-чуть, да, как бы показывая. Там, где они пониже, покороче, менее уходящий этот темно-синий вниз. Дальше к линии горизонта у нас небесно-голубая, посветлее оттеночек. Горизонтальными мазочками заполняю. Вот здесь моментик такой больше голубой ФЦ. Здесь также. Вот здесь тоже пускай будет темный участочек. И вот здесь. То есть, чтобы не было у нас, да, по краям все такое темно-синее, а середина светлая. То есть там же тоже может быть какая-то волна, чего-то там темненькая. Небесно-голубая, белила, травяной зеленый чуть-чуть добавляю. Такой вот напоминающий бирюзовый оттенок. Больше белил добавляю, посветлее этот оттеночек еще сделала. И также продолжаю заполнять горизонтальными мазочками. Захожу слегка на эти темно-синие, то есть он объединяется, что-то нейтральное получается, да, не бирюзовое, не темно-синее, такое, что что-то дополнительный оттенок какой-то. Заполняем оставшиеся эти. Уже можно более пастозно красочку набирать на мастихин, оставлять такие вот пастозные мазочки. Слегка объединяем оттеночки. И вот на торец мастихина набираем белилки так пристукивающими движениями. И около камешков, где у нас водичка бьется о них, да, там образуется такая вот пенка. Вот мы ее такими вот прикладывающими движениями показываем. Также какая-то рябь, какие-то волночки коротенькими движениями наносим. Вот где у нас светлое это место, да, в середине картины. Здесь наносим также беленькие такие вот рябь, эту волночки.
вот здесь около камешков. Здесь побольше набираю, потому что мне этой пенки надо побольше сделать. И вот так вот горизонтально показываю эту пену. Также вот здесь подчеркиваю камешек. Сильно много их не надо перебарщивать. В темно-синем тоже покажем рябь, только вот этим вот нашим бирюзовым, вот этим светлым. Он светлее уже, чем сам синий, да, но белые не будем делать, потому что как бы это у нас далеко, и так мы четко не видим. Линию горизонта ставлю на стык с небом и вот делаю мягкий переход, чтобы резкой границы не было. Это тоже такая фишечка, если вы хотите показать такую прям далекую даль, вот эту линию горизонта сделайте такую как бы плавный переход, размытую. Это уведет на дальний план, то есть сделает даль эту еще дальше. То есть чем менее резкая граница, тем у нас дальше будет вот это ощущение дали. Коричневым с индиго заполняю наши камешки. И вот этим цветом бирюзовеньким показываю такие вот мокрые камни, да, как водичка стекает с них. Если переборщили с этой водичкой стекающей, да, пересветлили, берем смело коричневый с индиго и где нужно добавляем темности, то есть как бы без проблем. Если, вот всегда говорю, да, как бы если у нас уже есть какой-то пастозный слой красочки на холсте, то последующие мы нежнее и нежнее наносим, то есть стараемся касаться именно красочки, которая уже на холсте, да, а не с самим металлом мастихина, то есть уже более такие нежные прикосновения, аккуратные. Если небо мы прям втирали, да, то уже по слою краски более аккуратненько. Также заполнила коричневым с индиго камешки и охры добавила в коричневый, и вот такие вот блечочки поставила светлым таким охристым оттенком на камешки. Вот этот у нас будет фиолетоватые блечочки, то есть разнообразные тоже их делаем. Вот сейчас заполняю чистым индиго, да, а сверху у нас был коричнево-охристый камешек. То есть их тоже разнообразно делаем. В этот коричнево-охристый добавила еще красненького. Вот здесь тоже, возможно, это какой-то песочек, возможно, тоже какие-то мелкие камешки там лежат. Такими вот коротенькими мазочками заполняю. Камешки, смотрите, тоже вот эти крупные камни, да, заполняю где-то их маленькими такими коротенькими мазочками, а вот этот, посмотрите, более широким таким мазком, вот одним. То есть разнообразные вот эти мазки, они потом вот, это же пастозная, да, у нас живопись, и их, когда свет под определенным углом падает на картину, будут видны вот эти вот мозаичные вот эти вот мазочки, и будет тоже интересный эффект такой, где-то они маленькие, коротенькие, где-то они такие более крупные. Камешек этот вот передний, да, заполнила тоже, видите, где-то охру с белилами, где-то даже желтенького добавила, больше поярче, и красненького, и фиолетовенького, тоже разнообразно. Охра с красненьким, вот с желтеньким, вот здесь на переднем плане камешки подсвечиваю такими вот более сочными, яркими оттенками. Даже вот такие вот фиолетоватые моменты показала. Охра с коричневым.
В основном, тоже о чем нужно помнить. Подсвечиваем мы, во-первых, следим, откуда у нас падает свет. По дальним горам мы видим, что свет у нас падает справа налево. То есть и камешки мы подсвечиваем в основном с правой части и в основном макушечки. Да? Внизу у нас они уходят в тень. То есть когда рисуем, что бы ни рисовали, рассуждаем, почему именно так, а не иначе. Наметила также песочек, немножко этого охристого оттенка нанесла на песочек. Красочка желтая с зелененькой, с травяной. Показываю такими вот прихлопывающими движениями какой-то эффект травы. Ниже уходит у нас больше чисто зеленый. Где-то чистого желтого добавляю, где-то вот красненького захватила. То есть, возможно, там тоже какие-то растут тропические цветочки красненькие. Все может быть. К низу делаю потемнее, коричневого добавляю. Опять-таки охристо-красные оттеночки. Белый с желтеньким. Предыдущие подмешиваются, как бы пускай подмешиваются. Вот чистого красного добавляю маленькими коротенькими мазочками, на краешек мастихина набираю. И такое что-то похожее на цветочки. Вот здесь еще коричневый камень покажу. Голубоватым оттеночком сюда сделала такая, возможно, это водичка, что-то такое стекает. Кисть, щетинка вот обратной стороной процарапаю, где у меня будут пальмы. Вот это дальняя пальмочка. Вот здесь будет пальма. Где-то на уровне дальней пальмы, вот этой маленькой, у нее пойдет излом. Видите? То есть обращайте на эти моменты внимание. И вот влажной салфеткой протираю наши стволы пальм, чтобы не мешала краска предыдущая. На край мастихина беру коричневый и по левому краю, вот видите, надо мне с левого края нанести, я на левую часть мастихина набираю краску. То есть буду свет наносить справа на пальму, на ствол. На мастихин также буду на правую сторону набирать красочку, чтобы у нас тот край, который нужен нам сделать ровно, да, в данном случае вот левый, мы набираем туда красочку. То есть заполняю чисто коричневым цветом. Видите, неравномерно. В коричневый добавляю белилок. Дальняя наша пальма, она будет посветлее, ствол ее. Сюда же в белилке в этот добавляю желтенького, делаю свет по правой стороне. То есть двигаюсь навстречу этому темненькому. Где-то они смешиваются, да? Охра с белилками. Вот таким оттеночком идем навстречу коричневому в этих вот больших пальмах. Коротенькими резкими движениями. Стараюсь закрыть, чтобы у меня не было в пальме голубого цвета вот этого моря. Где-то побольше сделала, белилок добавила, более светлые моменты. А где-то даже добавила в этот разбеленный охрист и красненького. Тоже где-то таких участков красноватых. Ну, немножко так, чуть-чуть. Где вот сильно коричневый закрылся, добавила. Зелень с коричневым, вот мастихином, краешком. Намечаю, где серединка будет, откуда, да, все листья пальмы будут выходить. И вот процарапываю, где они у нас будут. То есть лист, у него есть одна такая центральная, да, полоса, от которой вот эти тонкие уже отходят в стороны. Как бы наметили себе такие вот центральные вот эти линии. Так будет проще понимать, где у нас чего, какие лепесточки. И набираю этот зеленый с коричневым. И по направлению, как у нас листочек спускается, какие его изгибы, в том направлении и двигаемся.
как бы смахиваем красочку с мастихина. Где-то подмешиваются наши облака, зеленый становится светлее, пускай так остается. Где-то вот добавила уже более желтенького, то есть зелень делаем тоже разнообразную. Где-то ее смешиваем с желтеньким, где-то ее смешиваем с охрой. Листья тоже вот эти вот, они могут быть, мы можем видеть их, да, как вот эта центральная прожилка, да, и можем обе стороны вот эти видеть. А можем, если он боком повернут, то есть вот как вот этот листочек, да, только боковую его часть. Он вниз свисает и как бы все. Сухим мастихином можно также по направлению их вот процарапать, эти как бы тоненькие листочки. Вот видите, царапки такие оставляю, как бы тоненькие те пальмовые листочки получаются. Добавляю сюда же вот этот разбеленный охры. Дальняя наша маленькая пальмочка, она будет такая более светлая. Темные мы добавим, но немножечко, чуть-чуть. Также смотрите, чтобы, если листья пересекаются, то у этой средней пальмы листья должны быть впереди здесь. Иначе будет нелогично то, что у нас как бы дальняя пальма, а листья где-то здесь впереди. Также покажу какие-то кокосики, почему бы и нет. На дальней пальмочке они у нас такие темно-зелененьким, сильно не прорисуем. А здесь охра с белилками, какие-то блечочки можно показать, желтые с белилами на них. Следующая пальма, вот это тоже также наметила листочки, где у меня куда будут. И также, видите, вот движениями спускаю листья, как вот они свисают. Заходят они даже на предыдущую пальму, как бы, то есть не переживайте. Все эти эффекты заслонения, это даже очень хорошо в живописи. Как бы, ну, это не совсем будет красиво смотреться, когда у вас все объекты как бы отдельно друг от друга. То есть эффекты заслонения никто не отменял в природе. Так и мы рисуем. Также делаю аналогично, сделала зеленый с коричневым, темный, да, заложила. И какие-то листочки, где-то у нас солнышко попадает на них, они становятся светлее. Также разнообразные оттенки, где-то больше желтого в зеленый добавляю, где-то охристых. И также сухим мастихином вот эти вот такие вот. Просто красочку кончиком мастихина с листвы зачерпываю. И получаются такие вот тоненькие эти листочки. Абсолютно сухим мастихином, краешком. Видите, главное смотреть это направление. И здесь давайте повесим, пускай у нас растут кокосики. Желтый с белилками, такой вот более светлые камешки здесь покажу. Захотелось поярче, посветлее. И наши кокосы возьму коричневый цвет и по низу оттеню. Вот поближе. Вот посмотрите, какие царапки, видите, от мастихина получаются. Как бы вот эти вот тоненькие листочки пальмы. То есть это по желанию. Не хотите, можете не делать. Ну, на мой взгляд, оно более пушисто как-то вот эти вот листья получаются. Вот маленькая пальмочка, там кокосики. Дальний план, видите, темный, не полностью перекрыт даже вот этим фиолетовым. Теневая дальних гор. Какие-то цветочки. Вот они, наши камешки. Видите, блечочки где-то оранжеватые, где-то желтенькие попадаются, где-то более охристые. Очень пастозно. Разнообразными такими вот ломаными линиями. Вот такой пейзаж получился. Спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Я желаю вам творческого настроения. Всегда улыбайтесь, творите, рисуйте. Я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи в новом видео. Пока-пока!